Всем привет! Есть такой очень авторитетный инсайдер, которого зовут Стив Хеммерстофер, известный в Twitter под ником OnLeaks. Напоминаю, ранее он опубликовал точные рендеры Samsung Galaxy S21, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL и многих других смартфонах, да и их официальной премьеры. Следовательно, этому человеку можно доверять. Так вот, этот дядька опубликовал совсем недавно качественные рендеры достаточно интересного смартфона от компании Samsung, а именно Galaxy A73. Эта модель, как ожидается, выйдет во втором квартале 2022 года. Но стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики данного смартфона. Итак, основные фишки его — это мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 750G, отличный AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, главный датчик основной камеры разрешением 108 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 мАч и удивительно цена. Всего 390 евро за смартфон от компании Samsung. Что это вообще такое? А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Смартфону приписан отличный экран, выполненный по технологии, конечно же, AMOLED, диагональю 6,7 дюйма. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+, 1080 на 2400 пикселей, 393 ppi. Мы получим экран Infinity O с врезанной по центру фронтальной камерой. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму, на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения. Но есть одно но. Частота обновления дисплея по предварительным данным будет всего лишь 90 Гц. Да, для кого-то это очень большой минус. Ну и гордость компании Samsung — это, конечно же, основная камера. Главный датчик будет установлен с разрешением на 108 мегапикселей, f1.8 26 мм, и вспомогательный на 8 мегапикселей, f2.4 телефото 12 мегапикселей, f2.2 123 градуса ультра wide и 5 мегапикселей, f2.4 макро. Видеогаджет сможет записывать 4К 30 FPS, 1080p 3060 FPS. Фронталка получит сенсор на 32 мегапикселя, f2.2 26 мм wide. Она сможет записывать также видео в 4К 30 FPS, но 1080p всего 30 FPS. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. Она тут удивительно низкая. Базовая версия, которая получила 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ своей флеш-памяти, будет стоить всего лишь 390 евро, что для данной компании не свойственно. Давайте посмотрим конкурентов, которые сейчас представлены на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. 390 евро — это плюс-минус 32 тысячи рублей. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, 29 моделей. Это OnePlus 9R, Xiaomi Mi 11 Lite, OnePlus Nord 2, OnePlus 9, Samsung Galaxy, ну это старичок уже, старичок, Realme GT старичок, Xiaomi 11T, Honor 50. То есть конкурентов очень много. Но, на мой взгляд, основным конкурентом Samsung Galaxy A73 является смартфон OnePlus 9R. Как вы видите, цена у него от 30 до 42 тысяч. Благо, вы тут можете выбрать того продавца, который предоставляет максимум скидки. И что немаловажно, вы можете данный смартфон поместить в закладки, чтобы он был у вас всегда под рукой, чтобы вы его не потеряли. А если вам этого мало, заходите в отзывы. Отзывы тут достаточно большие, то есть для себя вы можете что-то подчеркнуть. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Samsung Galaxy A73 получит неплохой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 30
3 Ватта. Балачок показывает такие результаты. Спустя полчаса уровень заряда составляет 33%. Через 45 минут аккумулятор зарядится до 51%. Не рекорд, но все же. Пару слов о рендерах. Они сделаны на основе изображений из системы автоматизированного проектирования CAD. Так что они имеют высокую достоверность, даже несмотря на то, что до официального анонса еще много времени. Galaxy A73 сохранит квадрокамеру нынешней модели. Боковая рамка устройства будет пластиковой. На нижней грани порт USB-C и громкоговоритель. Габариты устройства 163 на 76 на 7,6 мм или 9,3 вместе с камерой. На данный момент известно, что смартфон Galaxy A73 будет выпускаться минимум в двух цветах: черный и золотистый. А вот сердцем смартфона выступит однокристальная система от Qualcomm, а именно Snapdragon 750G. А это производительный чипсет среднего уровня для смартфонов и планшетов на Android. Он содержит 8-ядерный процессор Creo 570, разделенный на два кластера. Производительный кластер включает два ядра ARM Cortex A77 с частотой 2,2 ГГц, а также энергоэффективный кластер с ITCNM ядрами Cortex A55, что способны развивать частоту 1,8 ГГц. Частота кластеров и ядер регулируется в зависимости от текущей нагрузки. Встроенная графика выступает Adreno 619. Чипсет поддерживает USB-C 3.1, а также имеется Spectra 355L и Hexagon 694. А также он способен декодировать H265 видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря игровой принадлежности чипсет поддерживает возможность обновления драйверов. Чип производится по 7-нанометровому техпроцессу на мощностях компании Samsung. Ну что же, ребята, на мой взгляд, достаточно интересное решение от компании Samsung. Да, вы должны понимать, что вряд ли мы получим данный смартфон по такой цене, потому что это все-таки где-то не в наших странах. Это не Беларусь, не Россия, не Украина. К нам данные смартфоны доходят намного дороже, а тем более от производителя Samsung мы ждем достаточно высокую цену, по крайней мере на старте продаж. А Samsung Galaxy A73, ну я считаю этот смартфон почти флагманом. Тем более он получит достаточно неплохой процессор, тем более он получит камеру на 108 мегапикселей, тем более он получит отличную аккумуляторную батарею и отличный экран. То есть все достаточно неплохое. Да, это не топ, но вы должны понимать, что этот смартфон никогда не позиционировал себя как флагманское решение. Это достаточно средний показатель по рынку. Вот такие дела. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.